Добрый вечер вам, дорогие друзья. Сейчас мы будем настраивать Windows. Зайдем для начала в диспетчер устройств. Показать скрытные устройства. Теперь нам надо отключить все скрытые устройства, которые выделены прозрачным цветом. Которые драйвера компьютер не может найти, тоже удаляем. Этот процесс не должен занять много времени. Теперь давайте перейдем к самой настройке Windows. Нам нужно открыть командную строку через администратора. Здесь мы видим очень много лишних процессов, которые перегружают ваш компьютер. То же самое и на Windows 10, и на Windows 11. Очень много лишних скрытых процессов. Здесь вот блокнот открыл, предварительно с настроенными процессами. Давайте посмотрим, если что-то есть такое особенное. Сейчас я постараюсь вам объяснить. Здесь я выделил отдельно диагностические службы. Их давайте отключим, а не удалим. На всякий случай оставим их. Пускай будут отключенными. Удалить всегда успеете. А вот установить уже службу, скажем так, невозможно.
Останутся все важные службы. Теневое копирование. Точка восстановления системы останется. Все службы Bluetooth, все важные службы останутся. Уберем всякий мусор. В интернете ничего подобного не нашел. Пришлось сделать список самому. Если есть в интернете какой-то список, то там не работает теневое копирование. Даже интернет был отключен после настройки с интернета. Все очень плохо. Вот это тоже, пожалуй, отключим. Службу улучшения звука. Она нам не нужна. Это, собственно, служба обновления Windows, вот эти две службы. Xbox тоже все отключим. Магазин Windows, пожалуй, оставим. Потому что без него не установить приложения, которые сейчас можно установить только с магазина Windows. Так что Microsoft Store мы не будем отключать. Так, мы скопировали и теперь заходим, вставляем в командную строку от имени администратора. Давайте понаблюдаем за процессами, как они отключаются один за одним. В целом все протестировано. После этого система не глючит. Никаких аномалий не замечено. Можно проделать это на Windows 10, на Windows 11, на 7 и 8. Там другие процессы и не стоит отключать. Если проделать то же самое на Windows 8 или 7, вы не сможете зайти в систему, так как, вероятно, система не понимает, что такое ручное перевод процесса в ручной режим. Потом не запускается. Нерабочий стол, ничего. Там надо отдельно прорабатывать процессы под Windows 8 и под Windows 7. Мы уже видим, как процессы опустились до 87. Сейчас их станет еще меньше. Службы Xbox. Так, и давайте закрепим результат. И надо еще раз продублировать, чтобы настроились все службы.
Чем меньше в системе потоков, дескрипторов, тем лучше для нашего компьютера. Собственно, все. Пока перезагружать компьютер не будем, но очень, конечно, желательно после этих действий перезагрузить компьютер. Но мы с вами продолжим. Открываем PowerShell от имени администратора. Не открывается. Хорошо. Видимо, все же придется перезагружать компьютер. Но мы попробуем с вами этого избежать. Давайте перезапустим проводник. Давайте перезагрузим. Итак, друзья, компьютер мы с вами перезагрузили. Давайте продолжим. 90%. Пока нас это устраивает. Ну, давайте продолжим. Открываем далее. Давайте уберем. Угу. Планирование заданий. Берем службы с планировщика заданий. Здесь все написано. Диск диагностик. Угу. Это все нам не нужно. Так что смело можем открыть PowerShell и отключить. Перейдем в следующий текстовый документ. Настройка Windows. Это, конечно, надо было в самом начале делать. Но давайте уже сейчас сделаем. Включаем WAC. Контроль учетных записей. Можно и в PowerShell. Давайте лучше в CMD зайдем. Хотя, скорее всего, разницы нету. Отлично. Контроль учетных записей отключен. Давайте продолжим. Удаляем встроенные приложения Windows. Здесь хоть и написан Microsoft Edge, но вряд ли он удалится. У меня он не удалялся таким способом, но пускай будет. Spotify для 11 Windows, Teams, Todos. Все эти приложения есть в 11 Windows. Для этого тоже пригодится. В десятке их, пожалуй, нету. Можете посмотреть подробно еще раз. Команда несложная. В скобках написать в знак звездочки, заключить название приложения. Написать для всех пользователей и удалить.
Что, собственно, сейчас и сделаем. PowerShell обязательно. Вставляем. Вот наше приложение, которые сейчас поудаляются. Как мы видим, Microsoft Edge таким способом не хочет удаляться. Ничего, мы найдем другой способ. Браузер хороший, но за ненадобностью давайте его удалим. Или я вам просто покажу способ, как его удалить. Я думаю, это все удалилось, по идее. Нужно потом будет проверить. Скорее всего, проверим. Microsoft Edge, Microsoft Store остался, OneDrive пока есть, и служба Xbox. Эти службы Xbox удалим. Полезные, возможно, но тоже. Мне сейчас они не нужны. Чем меньше будет в системе всего, тем лучше. Лично для меня. Если вы используете приложение Xbox, Game Pass, например, не удаляйте. Отсюда они пропали. Давайте еще кодеки пока удалим, потом заново их установим. Можете не удалять. Далее. Дополнительные. Посмотрим. Белый список. SkyDrive. Это все сложно было найти. Но это как бы список всех оставшихся приложений. Как раз вот эти офисы, которые висели вот здесь. Вот этой функции как раз таки удалятся. Надо было их оставить для наглядности, но что уж теперь. А эти приложения не стоит вам удалять, если вы хотите пользоваться Windows Store. Это оставшиеся приложения. Вот эти 4 давайте захватим. Все не рекомендую убирать. Потом вот эти 3. Cloud Experience давайте захватим. Даже вот так.
Даже вот так, пожалуй. Возможно, их даже сейчас нет на компьютере. Я не видел табличку, что вылезло какое-то удаление. Возможно, этого и нету на десятке. Список составлялся под десятку и под 11 Windows, так что Microsoft Store, вот здесь команда удалить. Все приложения Windows можно удалить одной командой. Бывает, ошибки вылезают, можно удалить в тихом режиме, если вам надо переустановить все встроенные приложения Windows. И, собственно, если переустановить магазин Windows. Ну, давайте сделаем. Избавимся от несчастного Microsoft Edge командной строке. Хотя не уверен, скорее всего, в PowerShell. Пропал. Он пропал. Наконец-то. Чудо-команда. Угу. Так. Store просто открепляем. Давайте далее. Далее у нас идет сброс настроек сети. Пока мы даже к сети не подключены, так что никакой сброс настроек сети нам пока и не нужен. И придется перезагружать компьютер. Так что один раз мы уже перезагрузили. Давайте пойдем дальше. Отключим сжатие памяти. Перезайдем в PowerShell. Значит, сжатие памяти отключаем. Бывает, когда недостаточно оперативной памяти. Здесь у вас появляется, что сколько сжатой оперативной памяти. То есть это очень действенная функция, если у вас 2 гигабайта, 4 гигабайта. Хоть это довольно мало, но функция очень хорошо работает. Нам же эта функция не нужна. Для надежности ее отключим. Хоть она, скорее всего, и не работает. Ну, в принципе, понятно, да. Она и не работала из-за того, что достаточно оперативной памяти. План питания давайте сделаем максимальной производительностью. Панель управления. И здесь появился план питания. Пока я не буду его включать. Пока и так все хорошо. Давайте настроим все же сеть. Хотя, если мы не сбрасывали, даже не знаю. Раз мы не сбрасываем параметры сети, давайте тогда сразу и настроим. Здесь уже заготовочки у меня заранее. Выставим normal в этих двух. RSS disabled. Можно сначала проверить, какие настройки. Хотя он напишет, что вы не подключены к сети.
Возможно, надо сначала, да, подключиться к сети, потом уже это все выполнять. Ну, пока можно и так сделать. Окей, окей. Это как бы влияет на вашу пропускную способность в сети, если поставить, если отключить автотюнинг в сети совсем, почему-то замечается падение скорости в сети, хотя должно быть наоборот. Поэтому мы поставили нормал. Почему-то единственный оптимальный из всех этих вариантов. Отключаем протокол Туреда. Тереда, да. Сейчас отключим. Возможно, опять сначала нужно подключиться к сети, потом его уже отключать. Ну, давайте сначала его отключим. Отключили. Отчет об ошибках. Сейчас отключим. Да, не там. Здесь. Перезайти, либо exit нажмите, да. Отчет об ошибках отключен. Тест производительности компьютера, наверное, не будем. Без надобности нам сейчас. Как и диска. Информация о драйверах нам тоже сейчас не нужна. Ну, давайте перейдем к настройке непосредственно через реестр. Отключим сразу телеметрию. Сразу добавляет ветвь. Таким вот образом. Через командную строку. Можно через PowerShell. Windows Defender давайте отключим. Но, знаете, пользоваться каким-то антивирусом и фаерволом тоже надо. Можете не отключать встроенный. Мне он не очень нравится. Firewall, Brandmauer Windows. И в параметрах сейчас найдем антивирус. Здесь все зелененькое. Все работает в данный момент. Windows только недавно установлен. Так что все тут работает по умолчанию. Скопировали и вставляем именно через PowerShell. Готово. Проверяем. Firewall отключен. В параметрах. Давайте посмотрим. Да, все отключено с первого раза. Да причем, кажется, полностью. В 11 все же таких чудес сейчас не бывает. Что все сразу с первого раза отключилось. Тоже чудо команды. Всего 3 строчки. Раз, и все отключается. Но давайте еще зададим параметры включения антивируса. Нам нужно в пуске написать regedit. И, что удобно, Windows 10, в отличие от 8 и 7,
Здесь сразу можно скопировать и вставить путь к нужному нам ключу. В данном случае отключаем, настраиваем параметры Windows Defender. Ноль. Как у нас здесь записано. Хорошо. Далее тоже Disable Anti-Spyware. Проверяем. 1. Большинство он сейчас сам прописал этими 3 функциями, строчками. В такой путь даже сейчас не хочет он переходить. Давайте тогда ветку сами создадим. Для этого создаем раздел. Здесь создаем параметры. Вот, если вам видно, со значением 1. Все 4 параметра. Это все отвечает за Windows Defender защиту в реальном времени. И так как оно у нас полностью отключено, это, конечно, не нужно делать, но для надежности зададим эти параметры. Если у кого-то не отключается, как у меня сейчас с первого раза, лучше задайте эти параметры. Ставим здесь старт на 4. Получилось с первого раза, все хорошо. Бывает, что это значение не меняется у вас, значит конфликтует Windows Defender, защитник Windows, с вашим компьютером, чтобы вы не отключали. Бывает и такое. Давайте удалим OneDrive. Мне он не нравится, не нужен. Его очень сложно удалить, но эти чудо-команды с этим справятся. В PowerShell заходим, вставляем. Сейчас все должно удалиться. Чудо. Давайте продолжим. Перезапуск приложения давайте отключим. Через командную строку. Ну, это бывает, не отображается меню пуск. У нас все нормально. Ничего делать не будем. Фоновые процессы отключим. Переходим по пути. Не скопировалось. Здесь пусто. Давайте отключим работу приложений в фоновом режиме. Создаем по этому пути параметр. Global User Disabled со значением 1. И также по другому пути отключаем. Там не один параметр надо выставить. Такого параметра здесь даже нету по этому пути. Путь у нас верный. Значит, создаем значение 0.
Это чтобы отключить фоновые приложения в фоновом процессе. Smart Screen давайте отключим теперь. Как всегда, параметра здесь нету никакого. Давайте его создадим. Enable Smart Screen со значением 0, чтобы его отключить. Нам он не нужен. Xbox Game Bar. Так как мы удалили все приложения Xbox, если кому-то надо, не делайте это. Вот эти шаги далее мы сделаем, несмотря на то, что он удален из системы, продублируем, чтобы Windows понимал. Это значение 1, чтобы включить. Нам нужно отключить. Ставим значение 0. Проверили наличие параметра, его здесь нет. Значит, создаем. Далее по этому пути тоже геймбар отключим. DVR выключить. 0. По этому пути два параметра. Потом мы сюда еще вернемся, в этот меню, в этот раздел. Ставим значение 0, так как 1 это включить игровой режим. У нас мы все отключаем, по нулям ставим. С ключами от Xbox мы закончили. Переходим к настройке интернета. Создаем вот этот раздел. Вот здесь. Создать. Создаем параметр со значением 0. Далее переходим сюда. Здесь у нас никаких ключей особо и не видно. Никаких параметров. Давайте все создадим в десятичной системе. Десятичную. 10. Создаем вот этот параметр. То же самое. Десятичная 300. Создаем этот. Десятичная 211. Какие большие цифры теперь у нас? Десятичная 86400. Это все, собственно, касается интернета.
Давайте включим теперь режим Ахчи. Даже не знаю, как это произнести с английским, с аббревиатурами. Немного проблема. Ну, это параметр, в общем, если у вас жесткий диск SSD, а вот есть вот здесь, давайте перейдем в диспетчер устройств, я вам объясню понемногу, что могу. Вот здесь мы, собственно, видим контроллеры, SAT-контроллер, который отвечает за контроль SSD диска, в каком режиме он работает. Это, конечно же, все в BIOS настраивается, но если какие-то манипуляции можно через систему сделать, можно выполнить, попробовать включение этого самого режима. И, допустим, увеличить тем самым производительность жесткого диска. Так как бывает, что без этого режима, в режиме ADI, стопорится мощность вашего SSD диска, и без этого режима HCI, допустим, пускай будет так, работает ваш SSD диск не на полную мощность. Так что давайте перейдем, и если у вас, если вы в BIOS нашли эти параметры, хорошо, если нет, лишним не будет прописать эти параметры, чтобы включить, возможно, этот режим. Скорее всего, да, скорее всего, включится. Но лучше это делать через BIOS. Если у вас нет смены режима ADI, IDE или вот этот режим, вы как бы можете попробовать. Перешли, значение старт 0. Переходим в следующий раздел. Старт 0. Здесь все тоже уже выставлено. А здесь нужно поставить 0 со значением 0. Как мы видим, здесь у нас значение 3. Ставим на 0. То есть уже не зря мы это все проделываем. Здесь тоже нужно поставить параметр 0 со значением 0. Переходим к более интересным настройкам параметров. Отключение ядра, трассировку ядра. Давайте нажмем 1. Ничего плохого не случится. Все я тестировал. Но выделил это как важный параметр в этот текстовый документ. И вот эти три дальше функции очень важны для вашего компьютера. Есть как бы два режима: включить аппаратное ускорение и выключить. Если вы включаете аппаратное ускорение, у вас старенький компьютер, вот, у вас больше FPS может стать, и скорее всего станет, но будет менее стабильно и возможно фризить. Если вы выключите аппаратное ускорение, у вас, скажем, возможно, на несколько кадров поменьше будет. Все тестировал, так и есть. Становится немного меньше кадров, но никаких фризов в играх вы не наблюдаете. То есть вот эти три параметра с аппаратным ускорением, как вы видите, здесь по умолчанию ничего нет. Давайте сделаем эти параметры. Отключает аппаратное ускорение, либо включает. Вам нужно решить, что вам лучше: стабильность, либо побольше FPS, но поменьше стабильность. Эти функции в десятке, в 11 по умолчанию выключены. Создаем параметр Disable акселерация.
И давайте выключим. Вы можете оставить, я выключу. По этому же пути создаем вот этот параметр. Я выставлю значение 0. Создаем вот этот параметр со значением 1. Можете поставить 0. В зависимости от того, что вам конкретно надо. Использовать средства программной прорисовки или нет. Поставим 1. Здесь далее не менее важные но немного более непонятные. Создаем параметр. Можно поставить на 0, по умолчанию 3. Как мы видим, здесь никакого по умолчанию нету в данной версии Windows. Поставим 3. Чтобы отключить это, поставим, собственно, 0. Но даже не знаю. Давайте все же тогда на 0, если какие-то в худшую сторону точно не будет в играх. Но мне в последнее время после тестов понравилось все же ставить 3 в одном значении TDR level и TDR delay 10 ставлю. Давайте поставим пока на 0. Дальше еще параметр найдем с акселерацией Windows, с акселерацией с аппаратным ускорением. Как мы видим, не можем мы перейти по этому пути. Давайте создавать этот путь. Если мы не можем перейти, нужно создать. На некоторых версиях Windows уже сразу есть этот раздел. Ну, как мы видим, он уже существует, но почему-то он сразу не перешел. Давайте тогда его найдем. Еще раз попробуем. Ага. Это я уже немного менее сконцентрированный. Мы здесь и были. Создаем параметр. Значение 1 отключает, значение 2 включает. Ставим 1, как мы здесь все, так как мы решили отключить акселерацию. Вот, если вам надо включить, будет аппаратное ускорение, акселерацию, ставим 2. Нам нужно отключить 1. Запомнили, да? Вот. Далее этот шаг мы пока пропустим. Позже вам объясню. Приоритет. Угу. Это пока сложненько объяснить. Пропускаем приоритет процессов. Позже вернемся. Есть такая вещь, как в интернете, очень много про нее. Переходим в диспетчер устройств. Сейчас я вам покажу наглядно. Вот, собственно, высокоточный таймер событий. Очень много споров в интернете, что это такое, за что отвечает. Кто-то пишет, отключайте, повышает производительность очень сильно. И многие тесты, которые в играх проводятся, делаются с помощью этих функций, как бы не совсем честно проводятся, потому что у некоторых обзорщиков, которые выпускают, показывают
тесты в играх, этот параметр либо включен, либо выключен, он как бы очень сильно как бы повышает и занижает ваши результаты в играх, в тестах. Сказать точно прям сложно. Все я тестил, конечно, сам. Не знаю даже. Особо вот конкретно вот это не очень я заметил, как что-то влияет. Вот с акселерацией было заметно в играх. Очень сильно. С аппаратным ускорением. А вот с высокоточным таймером событий сложновато сказать. Можно отключить, можно выключить, включить. Вот. Но при этом нам нужно еще вот здесь в реестре значения выставить. В зависимости от того, отключили вы, либо выключили. Вот. И отключили, ставим 0. Если включен, то 1. Давайте перейдем по этому. В этот раздел. И ставим вот этот ключ. Создаем параметры, точнее. Со значением, так как мы отключили, ставим значение 0. Позже, скорее всего, я вам покажу, на что влияет этот таймер событий. Есть программы, которые показывают, какое значение у вас сейчас в системе. Сейчас нам не нужно это проверять. Давайте перейдем в следующий раздел. Если кому-то нужно регистрация DLL файлов, переходим. Сейчас я вам покажу, как их регистрировать. Вы можете куда-нибудь как бы запихнуть, грубо говоря, DLL файл, куда вам надо. Ну, вот это все уже зарегистрировано в системе, это Visual, Microsoft Visual, CC, C++. И они уже зарегистрированы здесь со значением 1. Вы можете какой-то не зарегистрированный DLL файл попробовать зарегистрировать через таким методом. Вот. И, скорее всего, зарегистрируется, и у вас будет зарегистрированный файл DLL в вашей системе. Для каких целей, ну, сами решайте. Ну, иногда бывает нужно регистрация DLL файлов, так как нельзя просто запихнуть по этому пути DLL файл в System32, нужно его зарегистрировать. И таким образом и делать. Вы ставите параметры, пишите ваш DLL файл, название, кидаете его в нужный путь, потом ставите значение 1, как бы зарегистрировали. Дальше очень интересная настройка будет. Вы можете этого не делать, но я вам рекомендую. Рекомендую, но на свой страх и риск делайте, потому что у меня ничего после такого не глючило. Целые формы созданы. Эти некоторые функции не я сам, конечно же, сделал, но собрал всю полезную информацию и весь свой долгий опыт настройки компьютера в этом видео. Вот. Есть, конечно, много моих знаний. Сам вручную все делал, сам писал, сам прописывал. Но вот конкретно вот это нет. Ну, давайте посмотрим. Вам нужно открыть вот этот путь, Subsystem, по этому пути. Еще разок. Угу. Теперь вот этот ключ, строковой параметр. Угу. Он здесь присутствует. Вам нужно, собственно, вот здесь в конце отредактировать max request threads 16 по умолчанию стоит. Давайте выберем 256. Это все влияет, когда у вас долго включен компьютер и какие-то такие как бы
сложные процессы, которые в долгосрочном включении компьютера влияют на ваш компьютер в целом и загруженность вашего компьютера. Но чтобы вот это все почувствовать, нужно, конечно же, пользоваться продолжительное время компьютером. И здесь в значении, здесь мы поставили 256, возвращаемся в самый назад. Вот. И вот, собственно, вот этот ключик нужно изменить. По умолчанию вот так стоит. Ставим вот так. Можно целиком скопировать. Давайте так и сделаем. Заменяем. Заменили. Кто-то рекомендовал вот такой как бы параметр поставить. Ну, здесь как бы некорректное для Windows 10 вот это значение. Поэтому тоже на свой, на свои эксперименты ставьте. Я вот так рекомендую. Вот это тоже далее из этого же разряда. То же самое. То есть, как бы в этом отредактировали вместе. Теперь переходим в квоту. Точнее, находим ключики такие. Так. Вот он, собственно. И здесь по умолчанию стоит, соответственно, десятичный обязательно. А вот нужно поставить 65 536 в десятичный. Далее находим вот этот user процесс. Вот он, собственно, квота, да. По умолчанию стоит 10 тысяч, выставляем 18 тысяч. Далее сюда переходим. Продублировать в другое место обязательно. Десятичная, 65 536. И вот этот ключик, параметр. На 18 тысяч ставим. Семнадцать тысяч. Десятичная. Настроили. Все. С этим разобрались. Далее очень хорошая команда. Но так как у нас записывается видео сейчас, мы ее пропустим. Она удаляет кэш из папок, собственно, которые выставлены здесь. Temp, Vendir Temp, Vendir Prefetch и, собственно, просто в апдате. Локал, темп, там папочка, собственно. И чтобы вам самому вручную все это не чистить, а вот эти вы, скорее всего, сами не почистите два руками. Вот это хорошая команда есть. Но, собственно, пока мы ее не будем применять. По соображениям о том, что временные файлы, которые, возможно, сейчас записывают видео, возможно, удалятся, так что пока пропустим момент. Переходим далее. Угу. Так, нам нужна командная строка. И отключаем VBS. Как же он там называется? Ага, так. KeeperV. Да, виртуализацию отключаем. Угу. Вот таким вот способом. Через командную строку ставили, выключили off. Мы не пользуемся виртуализацией, ничем-то, не эмуляторами, если вы не пользуетесь эмуляторами.
эмуляторами Windows, эмуляторами Android, виртуализацию лучше отключить. И особенно если у вас не поддерживается виртуализация процессором. Но она как бы... Давайте посмотрим. Отключен виртуализация. Поддержка у вас должна быть Hyper-V. Поддержка есть в данном процессоре, но мы ее отключили. Нагружает компьютер. Вот. Далее как раз-таки вот эти таймер событий, которые мы отключили вот здесь. Вот мы его, собственно, отключили. Если вы его отключили, прописываем в командной строке далее такую вот команду. Либо удаляем полностью параметр, либо ставим false. Давайте удалим таймер событий. Предварительно отключив его в драйверах. Не сюда. В командную строку. Значит, его и не было. Либо уже отключен, либо его не было. Но если его написать выключить, он, конечно же, операция завершена. Пускай так и оставим. Вот этот динамический тикрейт очень сильно, все это очень сильно влияет на ваши... Если вы играете в онлайн-игры, вот эти два параметра, даже три, все протестировано, очень даже разница существенна. Так что давайте динамический тикрейт отключим, использовать встроенный тикрейт в систему. И, как ни странно, это на ваши онлайн-игры тоже влияет. Переходим в командную строку. Отключаем динамический тикрейт. Использовать встроенный. Таймер событий мы отключили. Подпись драйверов. Давайте отключим подпись драйверов. Также через CMD. BCD Edit больше нигде и не работает команды, так что CMD не перепутайте с PowerShell. Здесь пока мы все настроили. Переходим в групповую политику. Можно вот таким вот способом, можете просто здесь написать изменение групповой политики. И донастроим ваш Windows. Осталось не очень много здесь в данном текстовом документе. Так. Ну и заранее подготовленным давайте все найдем. Сначала мы смарт-скрин защитника, пожалуй, выключим. Переходим в административные шаблоны. Компоненты Windows. Проводник. Если у вас Windows Pro, версия Pro, здесь можно все карты настроить. Все. Если вам не лень, геометрию отключить. Сейчас, наверное, отключим после вот этого. Ищем проводник. Все здесь очень хорошо настраивается через редактор групповой политики. Проводник, правильно? Да. Теперь, собственно, нам нужно настроить функции защитника Smart Screen. И я уже немного забыл, если честно. Так, что там отключить? Да. Отключаем. Так,
Переходим. Телеметрия. Нам не нужна телеметрия, не нужна. Давайте ее отключим. Сборки для сбора данных. Здесь же в этом самом меню никуда переходить не нужно. Разрешить телеметрию. Ставим включено. Угу. Ставим 0. Как ни странно, не парадоксально. Ставим включено 0. Других способов не предоставлено. Далее в групповой политике нам нужно найти. Настроим пропускную способность интернета. Таким способом вы можете Microsoft Edge отключить полностью. Отключается по правде через редактор групповой политики, если вы вдруг не можете. Он будет полностью заблокирован таким способом. Но не у всех есть Windows Pro, поэтому был показан и другой способ. Сеть. Теперь вот планировщик пакетов COS. Ограничить резервную пропускную способность. Ставим 0. Ну, в принципе, остальные не обязательно настраивать. Но если хотите, можете вот это значение увеличить. Допустим, до 128 тысяч. Как-то так. Можете увеличить. Либо первое значение сложить 65 тысяч, что-то там 536, кажется. Возможно. Возможно, ошибаюсь. А и просто умножить на 2 и вписать сюда. Мы же выбрали вот такой способ. Можно ничего не делать. Только пропускную способность попробовать увеличить. И последнее, что нам нужно, Windows Defender настроить. Хоть мы его отключили, можно и здесь продублировать. Конфигурация компьютера, административные шаблоны. Функция уже пропущена, видимо, у меня. Вот здесь можно защиту от эксплойтов отключить. Другие параметры. Вот здесь, собственно, вот здесь как раз-таки Microsoft Edge отключается. Давайте сейчас посмотрим, где он отключается, собственно. В первый раз нашел быстро. Сейчас даже не знаю, помогу ли я вам сейчас конкретно сейчас, потому что сейчас я не планировал отключать таким способом. Угу. Скорее всего, конкретно сейчас с вами не получится найти, как его отключить, чтобы не тратить время. Ну вот можно предварительный запуск отключить, когда система простаивает. Ну вот включить конкретно надо вот этот параметр нажать и потом запретить предварительный запуск. Либо разрешить, либо запретить. Но это пока что это что касается предварительного запуска. Полностью он так и не отключится, скорее всего. В данном видео я вам, пожалуй,
не смогу это показать, так как мы его уже отключили другим способом. А здесь пока много параметров. Мы искали вообще с вами совсем другое. Защитник, смарт-скрин защитника, вот. Безопасность Windows и вот антивирусная программа Windows Defender. Немного пропущен у меня пункт в текстовом документе. Выключить антивирусную программу, включить параметр. Если вы отключите этот параметр, написано, будет запускаться антивирусная программа, поэтому надо нажать «Включено», что, собственно, выключит ее. Но мы ее уже выключили другими способами, но это один из способов здесь отключить. Здесь очень прям много всего в компонентах Windows. Административный шаблон, вот здесь прям очень много функций, которые можно, если не лень, все настраивать и настраивать. То есть какие-то полезные функции здесь можно найти, если у вас есть время, и все отключить, все, что вам не надо. Без программы, безопасным способом. Но, как видите, путает нас Windows. В групповой политике написано «отключить». Двусмысленно написано «отключить». Вы нажимаете «включить», а он написано «отключить». То есть, если «отключить» написано было в параметре, то надо поставить «включено». То есть, как-то двухсмысленно. Поэтому надо все внимательно читать, изучать. Далее вот здесь можно, вот мы настроили групповую политику. Обновим групповую политику в командной строке, чтобы без перезагрузки системы у вас уже все применилось. Групповая политика успешно обновлена. И далее, собственно, надо настроить вот эти параметры, а это как бы одна часть текста документа. Видео, пожалуй, получится очень объемное. И вот все параметры вот здесь в системе. Если у вас стандартный способ установки Windows, придется вручную все запрещать вот так все вот эти функции. Так что можно пройтись, но я думаю, все как бы сами справятся. Нет смысла даже тратить на это время. Ну и, конечно же, не в рамках видео это все подключаю, пожалуй. Вот. Здесь все настроить. Все подключать, все, что вам не надо. Так что пройдите по всем пунктам. Как, собственно, и я. Немного позже. Далее в системе, в параметрах. Не в панели управления, неправильно. Это тоже можно закрыть. В параметрах. В поиске важные функции есть. Вот мы заходили сейчас в систему. Так, а теперь нужно найти конфиденциальность была, правильно, да. В системе мы еще не настраивали ничего. В поиске есть очень важные пункты, тоже надо настроить. Строгий режим поиска. Не надо, чтобы, скорее всего, нам не нужно, чтобы фильтровал непосредственно Windows наш поисковый запрос. Не нужно, чтобы Windows участвовал в наших поисковых запросах. В системе вот здесь тоже много всего. И что важно, я сейчас покажу, конечно же. Вот. Уведомления. Пока оставим, вы можете настроить. Я, конечно же, все детально
Ну, знаете, если мы уж все детально делаем, давайте это все детально и делать, конечно же. Так что здесь все же есть один важный пункт, пожалуй, многозадачность. Вот он. И нужно поставить, чтобы на всех рабочих столах виртуальные рабочие столы были. Чтобы при нажатии Alt-Tab вызывались вот эти все вкладки, которые вообще есть. Даже включая вкладку вот эту OneDrive. Неожиданно. Один файлик от него все же остается, потому что полностью он, конечно же, он отсюда удалился, но один файлик остается, потому что все же есть мнение, что если его полностью прям удалять без этого одного файлика, потом глючит, собственно, проводник. Немного отвлеклись. Всех рабочих... Вот поставьте всех виртуальные рабочие столы, всех рабочих столах отображать, показывать на панели задач. И вот здесь тоже все рабочие столы. И вкладки, все окна и вкладки, включая Microsoft Edge. Хоть у нас его нету, но все вкладки должны вот здесь отображаться в любом случае. Поэтому это важная настройка. Вот. Общие возможности. Оставим. Здесь в дисплее очень хорошая функция. Я пропустил, конечно же. В звуке тоже много, на самом деле, что нужно. На самом деле я уже спешу. Не знаю зачем. Но давайте вернемся тогда к этим настройкам. Звук, дисплей. Здесь микрофон. Здесь через что воспроизводится у вас, динамик. Лишний можете отключить. Вот микшер отключен. Нам он не нужен. Вот. И здесь есть хорошие настройки. Переходим в динамики, свойства. Есть улучшение звука. Если у вас зависит от драйвера звука. Если у вас тихий звук, можете поставить эквалайзер вот здесь. И потом включить, допустим, рок мощный, пожалуй, мощный. У вас будет погромче. Здесь ставьте поменьше, пока ничего менять не будем со звуком в рамках видео. Так как записывается видео, со звуком лучше пока конкретно мне ничего не менять. Окей. Ну, хоть это и динамики были. В общем, не суть. Так, переходим к дисплею. Здесь мы все настроили. Если вот здесь звуки системы вас беспокоят, нервируют, без звука ставьте, не будет никаких звуков в системе. Здесь тоже настройте, как вам надо. В дисплее здесь есть хорошие настройки. Причем рекомендую всем сделать. Свойства управления цветом. Вот здесь во вкладке подробно нужно откалибровать экран. Желательно. Ну, поставьте, как вам нравится. Можно поставить поменьше, чтобы не так было. Но это важный параметр здесь. Желательно всем делать после переустановки Windows, чтобы глаза у вас потом не уставали. Многие забывают, не знают. Здесь ничего особо не стоит менять, так как нужно очень точно баланс зеленого, красного, зеленого, синего выставить одинаково. Либо как вам нравится, либо одинаково, но поменьше, допустим, но одинаково. Это мы зря, конечно, запустили.
Немного красновато, если честно. Настроили систему поиска конфиденциальности. Это важно, да. Дальше вам нужно в безопасности Windows. Здесь еще есть параметры, очень важные. Управление приложением и браузером. Вот как раз Smart Screen записался. Надо его отключить. Не хочет он почему-то. После перезагрузки, возможно, мы же выставили параметры. Возможно, отключится. Просто он дергается, не отключается, не хочет. Возможно, что-то ему мешает. Либо мы сейчас выставили параметр в политике, в групповой политике, возможно, выставили как раз таки параметр, который мешает. Возможно. Давайте пока не отвлекаться на это. У нас и Microsoft Edge также нету, так что все время сюда переходит. Так. Нам нужно управление приложениями и браузером. Опять здесь. Защита от эксплойтов. Здесь, возможно, если почитать получше, я все отключаю совсем. А выключить стало. Вы можете повнимательнее почитать. Настроить под себя. Можете настроить, как я. Здесь мы настроили безопасность устройства. К сожалению, по каким-то неизведанным причинам пропал доверенный платформенный модуль, хотя раньше был. Соответственно, нельзя его теперь настроить, его просто нет по каким-то неизведанным причинам. Ну это же как бы не просто же драйвер, это же прям в системе, в компьютере чип как бы стоит, и куда он мог пропасть, непонятно. Его компьютер не видит пока что. Но, конечно же, мы всегда и очищаем. Я всегда и очищаю платформенный модуль. Так что если его нету, безопасность, возможно, и поменьше в компьютере стала. Возможно. Но зато его и нету. Включать и отключить компоненты Windows. Нам нужно в панель управления зайти. Теперь программы, включение, отключение компонентов Windows. Не то. Вот здесь, собственно, все настроить, все, что вам надо. Только для некоторого понадобится интернет. У нас пока нету интернета. Но отключается, конечно, все без интернета. Сейчас давайте сделаем, как я обычно делаю. Вот. Для этого, собственно, снимаю видео. Но что-то, допустим, вот нам нужен Z-компонент, фреймворк 3.5, но без интернета он пока что не установится. Очень желательно он на компе. Некоторые игры, например, Skyrim, без этого компонента не будут работать совсем. Галочки не включайте. Конечно же, у вас есть интернет, поэтому свободно можете настроить некоторые компоненты. Например, прежнюю версию. Вот этот компонент, в принципе, нужен, но сейчас я не буду включать. Вот. Настроили. Сейчас он применит.
Файл подкачки потом настроим. Пока не перезагружать не будем. Слишком много уже перезагружали целый один раз. Но пока не будем. Дополнительные параметры. Здесь файл подкачки, собственно, есть. Я даже не знаю, пишут некоторые на видеокартах AMD, он как бы критичен. Кто-то пишет вообще 20 тысяч мегабайт, 20 гигабайт файл подкачки вам нужен. Не знаю, у нас 16. Конкретно у меня сейчас 16 гигабайт. Угу. Оперативной памяти, поэтому не будем ставить без файла подкачки, сделаем. Да. Отключить. Вроде как, давайте уж проверим. Отключили, да. Но почему-то он не попросил перезагрузить компьютер. Почему-то. Но ждет. Пока перезагрузим, чтобы применить изменение файла подкачки. Настройка динамического IP-адреса тоже пока пропустим. Мы настроили интернет, но настройку динамического IP он как бы по умолчанию есть, но можно настроить, какой именно DNS использовать и другие параметры. Пока это пропускаем. Если у вас Realtek, да, желательно отключить вот этот процесс, вот этот. Через... Ну, у нас пока нету, на компьютере не имеется программки, и в данном видео я вам, пожалуй, не смогу показать, как отключить через стороннюю программу вот этот самый компонент от Realtek Audio. Я заметил, что он нагружает компьютер. Вот эти компоненты тоже сейчас отключим. Не все, и тоже через утилиту делается, но вот здесь в диспетчере устройств можем предварительно отключить. Не полностью, но предварительно. Допустим, Crash Defender на AMD. Не перезагружаем пока что. Отключили. Но он отключится не полностью. Вам надо еще с процессов убрать, что он запускается вместе с компьютером. И вот этот тоже. Пока мы тоже пока не можем отключить. Это мы отключили через командную строку. Улучшение звука. Это тоже пока не можем отключить Synaptics VSMBooks. Возможно, у кого-то даже его нету, так что здесь высокоточный драйвер событий мы отключили. Высокий приоритет вот этого процесса желательно выставить. Здесь выставляется, пока тоже не могу вам сказать, где конкретно выставить высокий приоритет этого процесса. Но он всегда висит вот здесь. Можете не делать, но я заметил, что так лучше, если сделать. Он вот здесь он висит. Вот AudioDG. .exe и высокий приоритет. Только не здесь выставляете, а чтобы при включении компьютера сразу на высокий приоритет. Все делается через редактор реестра. Возможно, позже вернемся, пока не смогу показать. Удаление лишних драйверов мы с вами сделали. И вот остается вот этот. Рекомендую установить OpenCL и OpenGL. К счастью, он у нас под рукой сейчас. Здесь мы вроде как все настроили. Все, что возможно было. Находим этот компонент. Он у нас предварительно есть. Конечно же, можно не сейчас это все делать. Но раз уже в списке написано, я, пожалуй, сейчас вам его и устанавливал. Поэтому мы не отключали Microsoft Store и компоненты от Microsoft от магазина Windows, потому что
Без него не будут устанавливаться вот эти приложения AppX. AppX. Заговариваюсь немного. И устанавливаем, собственно. Этот компонент вообще-то сложновато найти, но он есть в магазине, но чтобы не авторизироваться и без авторизации в учетной записи его установить, вот здесь можно, выложу, затем, скорее всего, вот этот компонент вы можете тоже либо найти сами, либо скачать. Так, и пока с этим закончили, можно его переместить в корзину. Вот, это мы выполнили только 3 с вами действия. Вот так, собственно. И здесь у нас еще, скажем, 6 действий. Ну, конечно же, вроде как поменьше. И сейчас мы с вами продолжим. Давайте все же донастроим с этого текстового документа. Именно давайте высокий приоритет audiodg.exe. Для этого нам надо по этому пути пройти в редакторе реестра. Создать раздел audiodg.exe. Затем нам нужно создать раздел Perf Options. И в нем уже создать параметр CPU Priority Class со значением 3. Теперь будет при запуске Windows высокий приоритет данного процесса. Также вы можете любой процесс в играх создать нужный вам от вашей игры какой-либо, от любой игры, exe файл, и тоже выставить такое же значение, как сейчас сделали здесь. Будет высокий приоритет. С этим мы разобрались. Давайте перейдем в специальную утилиту тогда, раз уж обмолвился недавно. Другим способом мы вряд ли эти процессы отключим. Утилита называется Авторанс. Ссылку я вам на нее оставлю. Создаем любое название, делаем. Скидываем туда наши файлы. А теперь открываем от имени администратора Авторанс. Здесь нам нужно загрузиться сейчас все процессы.
Значит, нам, собственно, нужно, так как у нас видеокарта AMD, пишем AMD. Если у вас NVIDIA, там, пожалуй, другой способ. Там нету AMD Crash Defender. Отключать его не потребуется. И Event, вот это тоже не понадобится отключать. Отключаем Events Utility и Crash Defender. Переходим, пишем здесь аудио. Тоже зависит от аудиозвука. Какой у вас там драйвер. Если Realtek, то очень желательно отключить здесь. Так. И, собственно, нам нужен именно конкретно вот это. Если не найдем именно такой путь, то ничего отключать и не надо. Как мы видим, здесь нету конкретно такого пути. Значит, ничего не надо отключать. Но в некоторых драйверах Realtek этот процесс присутствует и очень сильно влияет на на производительность и на звук в целом. Лучше отсюда этот процесс отключить. Динамический IP я вам все же покажу, но интернет мы пока не подключаем, поэтому применять параметры смысла не будет. И, собственно, нам здесь надо, чтобы настроить динамический IP-адрес, нам нужно знать название нашей сети. Вот. Как правило, либо вы используете вот этот IP-config, у вас выдаст ваше название сети, либо используем, как обычно, стандартно называется, стандартно обычно Ethernet. Поэтому, если вы хотите DNS изменить, здесь прописываем вместо local area connection, пишем Ethernet, допустим, ваш конкретно сетевой адаптер. И вставляем это, собственно, в PowerShell. Сейчас ничего не должно произойти, потому что интернет не подключен. Но у вас, собственно, сменится DNS на тот, который вы хотите поставить. Это DNS, допустим, от Google 4 восьмерки. Дополнительный DNS тоже 2 восьмерки, 2 четверки. Дополнительный от Google. И вот чтобы сделать динамический IP адрес, и чтобы он всегда был у вас, пишем здесь Ethernet также. -cp. И вставляем в PowerShell. Теперь при подключении у вас будет автонастройка динамического IP-адреса. Естественно, это все надо с отключенным интернетом делать, чтобы сетевой адаптер у вас автоматически настроился на какие-то параметры и уже в нем изменять, производить какие-то изменения. Здесь, пожалуй, мы совсем закончили.
Synaptics мы тоже не нашли. В драйверах AMD обычно присутствует. Думаю, мы закончили пока что с этой частью. Можно пока удалить. Перезагружать компьютер мы не будем. Давайте перейдем далее к следующей настройке реестра. Нам понадобится редактор реестра опять. Здесь мы, собственно, видим немного уже подсказки мои, которые сам себе пометил. Даже не подсказки, но что конкретно делают эти параметры, я-то знаю. В целом помню. Но оставил себе такие пометки. Здесь мы видим, давайте поудобнее сделаем. Ставим значение 0 в этом параметре. Использовать низкоприоритетный режим ввода для процессов поиска. Нам не надо, отключаем. Это параметр немного спорный. Я не очень разобрался, если честно, как лучше 1 или 0 оставить. По умолчанию у нас даже здесь ничего и нет. Давайте так и сделаем. Always upload DLL. Выгрузка из памяти DLL файлов. Параметр 1. Значение 1. Параметр always unload DLL. Ну, здесь, в принципе, все понятно. Если у нас больше 2 гигабайт оперативной памяти. По-моему, мы это уже делали. Находили этот параметр. Здесь уже выставлен на 1. Переходим сюда. Мы уже здесь, кажется. Да, кажется, да. System Cache. Large System Cache. Нам надо значение 1 поставить. По умолчанию стоит 0. Ставим значение 1. Вот это, в принципе, то, что далее нам надо. В десятке, по крайней мере, уже настроены более-менее хорошие параметры, через сколько он перезагружает все приложения, закрывает, когда вы нажимаете кнопку перезагрузить либо выключить компьютер. Вот здесь по умолчанию стоит 5000 миллисекунд, получается 5 секунд. Вот, но можно заменить, скажем так, на 2000. Ну и в других ветках тоже. Здесь даже такого нету. Угу. 0.1 у нас только здесь присутствует, 0.2 нету. Даже не знаю, создавать, не создавать, скорее всего, не надо. Хоть и помечено.
что Ctrl-Z, ага, мы здесь и так уже находимся. Так что давайте далее перейдем. Отключение автоматического обновления. Это, пожалуй, важно. В 11 вряд ли у вас применится, ну, Windows 11 это параметр. Там всегда теперь автообновление присутствует. Очень сложно это выключить, но возможно вам поможет. Даже вот этот параметр автоапдейт, все правильно, мы здесь. Теперь создаем параметр со значением 1. После такого не должны теперь появляться автоматические обновления в Windows. Вы можете про это больше не беспокоиться. Хотя бывает, в нескольких местах нужно указать. Переходим сюда. Interface Disable Last Access Update. Ага. Вот мы нашли. Установить значение 1. По умолчанию стоит 2, кажется. Даже очень что-то сложненькое стоит. Ставим 1. Находим вот этот Interface Disable 8. .name только что мы здесь видели. Вот оно, состоит по умолчанию значение 2. Ставим 1. Для оптимизации Interface системы. Переходим сюда. Эта функция хоть тоже с интернета конкретно это нашел, но, как правило, у всех 26 по умолчанию стоит. Почему сейчас 2, не знаю. Я когда тестировал все системы в целом, обычно 26 уже стоит в десятичной. Выбираем 26, приоритет процесса в десятичной системе. Сменился на много нулей, 1А из-за десятичной системы. Честно говоря, этот параметр, не знаю, тоже немного сомнительный, но, как правило, уже стоит 26. Находим show info тип. Показывает, по-моему, вот эти, если не ошибаюсь, вот эти, когда открываете, допустим, программу, нет, она уже не показана. Вот эти всплывающие уведомления, которые с Windows, вот, и вроде как это то самое, которые раздражающие всплывающие уведомления. Но как мы видим, что мы уже запускаем, возможно, потому что мы запустили именно микрософтовский установщик. Давайте попробуем что-нибудь другое. Тоже уведомлений никакого уже нету почему-то. Вероятно, уже отключили. Хотя я с вами, если честно, не помню, чтобы мы это отключали. Надоедливую табличку. Но, тем не менее, давайте вот здесь как раз таки Explorer Advanced должно вот это быть. Та самая штука, которая за эти таблички отвечает. Но почему-то стоит 1 и должна на показ. Но мы ставим 0. Может и путаю. Может быть. Но, скорее всего, нет.
Ставим 0, в общем. Это параметр. Это префетч, суперфетч, кэш диска, который вроде как особо и не нужен. Здесь немного посложнее. Угу. Если честно, я немного подзабыл этот момент. Ну, вот enable prefetcher. Вот он у нас есть. Вот эти параметры давайте создадим. Enable trace. Можете не создавать, потому что конкретно в этом я сейчас, конкретно в рамках данного видео, я не очень уверен, потому что этой функцией я не пользуюсь. Я отключаю суперфетч и prefetch вот здесь, в службах. Вот, вызовем службы. И здесь находим sysmain. Вот он, отключена. То есть, по идее, вот эта служба данная отключает вот это все, что вот сейчас мы пытаемся, хотим сделать. Ну, суперфетч, prefetch. Вот. Угу. Давайте тогда поставим здесь 0. Все же поставим. Здесь поставим тоже 0. Хотя текстовый документ почему-то разнится со мной. Вот. Но, по-моему, здесь возможно опечатка. Либо надо довериться текстовому документу. Ну, пожалуй, так как видео уже немного затянуто, либо мы ничего не делаем, но вот это enable prefetch, пожалуй, на 0 ставим. Либо на 1 поставить. Потому что функция включена во время работы, но включена при запуске системы. Вот. Я пока поставлю на 0. Вы можете не доверять, не делать. Компьютер у вас точно от этого не сломается. И вот здесь и так уже отключено. Sysmain — это как раз вот этот prefetcher. Протокол мы уже настраивали в начале видео. Так, далее нам надо отключить индексирование содержимого разделов диска. Угу. Давайте отключим. И здесь как бы можно вот это все, если написать Windows Register Editor, в текстовом документе вот так все выделяем в отдельном текстовом документе и потом пересохраняем. То он у вас пересохранится сразу. Ну, допустим, суперфетч. Ладно, давайте я сделаю по-нормальному. Здесь уже сразу настроено. Нужные параметры. Копируем. Вставляем сюда. Сохранить как. И теперь на рабочий стол сохраняем с любым названием, допустим, rec. Ну, такой уже есть. Пускай будет 1.rec. Вот он у нас создался, и можно теперь автоматически сделать слияние этих параметров, и нам не придется вот это все писать. Ну, так, знаете, неинтересно этот момент пропускать. Но здесь уже как бы выставлены нужные параметры.
даже те, которые мы уже выставляли, почему-то выставлены на 1, хотя мы выставляли на 0. Тогда заменится то, что мы делали тогда, пожалуй. Чуть-чуть розница с тем, что мы делали с вами только что. Ну и либо мы пропускаем, либо делаем слияние. Продолжить. Внести изменения. А теперь, так как мы это уже делали, и нас устроил конкретно 0, заменим на 0. Угу. Путаю. Все же 1 здесь. Сам себе уже противоречу. Ну, получается. Все тут в порядке. По-быстрому мы применили. Далее. Это не очень действенный метод. Особо ничего не меняет, если честно. Тоже найден в интернете. Я собрал все в одно место. Как я уже говорил, что-то мое, что-то с интернета, в свободном доступе все. Не с чужих видео, просто с каких-то форумов бывало, где-то еще. Поэтому, если честно, вот это мне ничего не дает. Вот это показано, что как бы выделяет, сколько вам видео памяти брать из, ну, как бы, если у вас встроено видео, и вроде даже как не, если не встроено видео, как бы больше выделяет видео памяти. Но на деле это как бы особо и не работает, если честно. Потому что если вы в биосе не выставили, сколько, если там не разрешено больше использовать видеопамять, допустим, со встроенного видео, то вы и не сделаете больше видеопамяти выделенной. Поэтому это очень спорный момент. Я бы даже не стал ничего менять в реестре, добавлять сюда вот этот раздел GMM, потому что он ничего не меняет. Может быть, на процессорах Intel что-то изменится, и вы создадите, допустим, раздел GMM, и в нем уже сделаете вот этот параметр со значением 1024 в 10-ячный. Но так как у меня в компьютере 500 мегабайт видеопамяти, поэтому 1000 взяться неоткуда будет. И это как бы очень странный ключ. Возможно, он где-то работал еще в Windows 7. В 10, 11 такой точно не работает. Да и в семерке вряд ли. Оптимизация загрузки, кажется, дали. Давайте далее перейдем, раз мы здесь все настроили. Угу. Я немного в этом теряюсь, немного в своем же текстовом документе, только потому что я себе все оптимизировал этот процесс и сделал, чтобы все автоматически добавилось при установке Windows прям сразу в реестр. А вам детально пытаюсь показать, но я вот этот текстовый документ уже давненько не открывал, чтобы вот так вручную все делать, поэтому что-то я мог подзабыть. Здесь уже вот Enable N есть. Тогда ставим остальные.
Создаем строковой параметр. Здесь пишем no. Угу. Так, пожалуй, напишем, как здесь написано. Тоже более чем вероятно строковые параметры. Так, 0, а здесь мы выставляем 69, 69, 62. Что-то у меня небольшое сомнение появилось. Небольшое. Связано это с тем, что строковой параметр с цифрами. Что-то у меня... Надо было подписать, пожалуй. Так как я как бы уже знаком, еще тестировал, но почему-то в этом случае я теряюсь, что... Угу. Мне кажется, все же либо удалять это все, кроме enable, потому что сейчас я не уверен, либо создать deworld для этих двух параметров, а для этого строковые, потому что что-то меня смущает, даже не знаю, что меня смущает. Вот, допустим, вот это смущает, и то, что 0 для строкового параметра, даже не знаю. Обычно для deworld 32. Угу. Можете удалить, допустим. Либо в комментариях написать, как правильно. Потому что я не уверен, я могу пока себе так оставить. Можно удалить. Давайте не зацикливаться на этом. Давайте удалим. Кроме enable n. Но это тоже интересная функция. Просто чтобы не сломать, не засорять реестр тем, что мы не уверены, какой строковой либо deworld. Вот, и чтобы все сделать правильно, лучше пока что не трогать и перейти далее. Как я уже сказал, я немного уже потерялся в этом текстовом документе, потому что сам я уже все в себе оптимизировал. А вам хотелось показать, рассказать именно в обычном варианте, как это все настроить. Вот этот параметр, видите вот эту штучку, синеньким выделяется. Можно заменить, чтобы выделялось другим цветом. И вот эти все связанные синим выделяются тоже вот здесь. Можно заменить цвет на другой. Highlight, допустим. Здесь мы видим такой параметр строковой. Нам надо сделать вот так. Будет, пожалуй, красного цвета, по-моему. Можно найти палитру цветов, выяснить, какой цвет RGB соответствует номеру, и уже нужный вставить сюда. Конечно же, это должно примениться после перезагрузки, мы только увидим изменения. Так что переходим далее. Угу. Что-то не то выделил. Это, да, здесь даже подписано. Я сначала хотел вам объяснить, потом смотрю, и подписано, что показывает секундную стрелку, секунды здесь в Windows. Нам, пожалуй, сейчас не надо, мне конкретно.
Я этот параметр не люблю, но вы можете себе сделать, чтобы у вас отображалось в Windows секунды, если вставить вот этот параметр со значением 1. Я так полагаю, мы уже здесь. Угу. Network Speed. Почему бы не сделать? Почему бы не сделать, да? Говорю, я все тестировал, ничего плохого явно нет. С этих функций. Полезные, хорошие. Но указывайте нормально, не в 10-ричной или 16-ричной системе указывайте точно, потому что если, видите, меняется значение, я сюда пишу, допустим, 32, а вот здесь он заменяет на 50. Поэтому нужно сразу написать правильное значение в нужной системе исчисления. По-моему, это этот... Как же его там? Тестовый режим, по-моему. По-моему. Тоже давайте пока пропустим. Но если хотите, поищите в интернете этот параметр. Я вам сейчас показывать. Я вам сейчас делать не буду и себе тоже. Потому что я не уверен, что здесь за что именно отвечает. И так как я вам не могу рассказать, пожалуй, не будем пока это делать. Вот подтверждение удаления файлов. Удалилось внезапно. Даже тоже никакого подтверждения не потребовалось почему-то. Давайте посмотрим. Возьмем этот текстовый документ. Вот, подтверждение вылазит. И вот здесь можно заменить, и не будут вылазить эти предупреждения, хотите ли вы удалить данный файл. Что-то он немного конфликтует. Давайте вручную перейдем. Не очень важный параметр, конечно, чтобы на него отвлекаться, но кому-то, наверное, надо. Так, current user, software Microsoft. Он уже здесь не может найти куда. Ага, мы уже в этой папке. Здесь ищем Windows. Просто Windows. Current version. Вот как раз таки, по-моему, уже здесь он не может найти. Нет, мы уже здесь в Current version. Policies Explorer. Политика. А теперь нету этого раздела. Explorer.
как раз таки сюда и вставляем подтверждение удаления файла. Ставим 0. Ну, лог-скрин. Думаю, надеюсь, понятно, что делает этот параметр. Ставим 1. Предупреждение. Вот здесь в уведомлениях отключаем центр уведомлений. Угу. Так, Windows. Теперь нас интересует Explorer. Здесь, как всегда, нету этой папки. Создаем. Создаем дальше параметр со значением 1. В какой системе, естественно, не совсем важно, когда 1, 2, 3 параметра. Вот когда уже выше значение, то, конечно же, лучше точно указать. Создаем, как здесь указано. Задержка вот этого окна. Ставим параметр 0, задержка в миллисекундах. Сглаживание мыши дальше. Mouse speed на 0. И здесь значение тоже на 0 поставим. Ну, некоторые по-разному, если честно, указывают. Это как бы для лучшего отклика. По нулям поставить. Вот это интересная настройка мыши. Тоже. И чтобы нам вот в 16-ричный не делать. Точнее, вот этот расширяемый строковой параметр. Чтобы нам не создавать хекс. Или мультистроковой параметр. Один из них, в общем. Так как Windows русифицировано, я не могу вам сказать, какой из двух, так как я ими не пользовался сам вручную, поэтому создаем маус, допустим, вставляем сюда, сохранить как, также маус, только .rec. Теперь делаем слияние с реестром, да. Произошло слияние, появились, по-моему, да, параметры вот эти, два параметра, только что их не было. Более чем уверен, так как только что что-то мелькнуло, я увидел. Да. В общем, переходим дальше к скорости мыши, курсора, но вообще предварительно для игры вообще здесь надо бы и можно настроить самому, пока что вручную. Угу. Что-то это не совсем то. Угу.
другие параметры мыши, дополнительные. Здесь вы обычно отключаете, скорее всего, повышенную точность. А остальное уже можно в реестре настроить. Угу. Ну и так уже здесь небольшая невнимательность. Здесь выставлено на 10 уже. Прекрасно. Этот все тоже связано с мышью. Мы, пожалуй, так же и поступим. Можно вручную найти эти параметры. Давайте пока вручную посмотрим. Опять мы здесь же. Mouse data. Угу. Нет, в этот просто мы не здесь, но он не перешел, так как, возможно, данный путь не создан. Надо создать параметры. И, скорее всего, проще вот так сделать. Чтобы нам не создавать вот эти все, которые мы здесь видим. Они даже на 2 разделены. Вот это берем. Угу. Теперь сохраняем. Делаем слияние. Появилась папка. Все у нас появилось сразу. Все. Создалось само и добавилось в наш реестр. Чтобы себя тоже избавить от потери времени, можете тоже создать такой параметр Windows. Сверху надо будет написать Windows Register Editor версия 5.0.0 и потом уже писать, что именно вы хотите добавить в реестр. Давайте дальше перейдем. Выставим обработку драйверов клавиатуры в режиме реального времени. Угу. Вставляем. Сохранить как? Допустим так. .rec. Слияние делаем. Это что касается клавиатуры и мыши в реальном времени. Приоритет прерывания мы пока тоже пропускаем. Опять же, уже второй раз, так как он у нас в отдельном текстовом документе, и просто так добавлять без объяснения вот этот параметр не имеет смысла. 8 вообще это от высокого приоритета, от высокоточного таймера событий. Так что мы пропускаем данный шаг, переходим в отключение вот этих 3 патчей для Windows, которые вот здесь загружают наш компьютер в целом. В принципе, после выставления данных параметров в этих 3 патчах здесь должны быть процессы снизиться до 60 где-то. Можно и вручную.
Давайте вручную. Здесь не так уж много. Я задумался, думаю, ну что такое? Нет, вот это важный параметр. Сделаем вручную. Мы в правильном пути. Future Setting. Ставим 1. Создаем вот этот параметр со значением 3. Создаем другой параметр, тоже со значением 3. И отключим патч ZombieLoads. Это как раз таки те вещи, которые с вами нагружают Windows 10. Обычно у меня здесь этот параметр уже стоит, поэтому я задумался. Обычно он есть уже здесь. Возможно, на 11 Windows. Здесь почему-то нету. Это мы с вами выполняли. Отключение динамического. Тикрейта. Дальше нам нужно в диспетчере устройств отключить высокоточный таймер событий. Нет, спасибо, мы уже отключали, кажется, да. Так как отсюда что-то было перенесено в другой текстовый документ. Либо повтор. Такое тоже возможно. Отключить заставку. Ну, не знаю, но с Windows XP вообще заставки не видел. Ну, давайте и не увидим дальше никаких заставок. Это мы не будем делать. Но это интересные функции. Скрыть все значки с рабочего стола. Здесь еще стоят пробелы. Не редактировано, поэтому так просто не вставить путь. Надо удалять пробелы сначала, потом вставлять в реестр, чтобы быстро перейти к этому пути. Нам не нужно удалять, в общем, никакие значки с рабочего стола. И почему-то он не хочет переходить, несмотря на то, что никаких пробелов здесь нет, и все правильно написано. Ну, давайте не будем тратить время. Угу. В общем, так можно сделать, да. Только придется создавать самому вручную вот эти все ключи. Либо вручную сейчас попробовать. Возможно, это все есть, просто почему-то он нас не пускает туда. Ну, давайте вот это все же проверим, скрыть корзину с рабочего стола. Угу. Только до сюда смогли перейти. Хорошо. Неужели здесь нет Explorer? Вот Explorer. Даже папка уже открыта. Если нажать, перешло сюда. Нет, это не Explorer. Не Explorer Desktop. А нужен именно десктоп. Давайте тогда создадим параметр. Вот здесь Current Version Explorer Desktop. Проверить мы это сможем, наверное, только после перезагрузки компьютера все же.
Я, если честно, удалял корзину, но что-то у меня сейчас сомнения насчет этого параметра. Да. Потому что мы никакой здесь раздела не обнаружили, пришлось самому создавать. А так как здесь и нечего удалять, а корзина у нас на рабочем столе присутствует, отсюда спорный вопрос. В общем, такое можно сделать. Несложно. Я сам скажу, что делал. Один раз точно. Но в рамках данного видео я вам тоже не смогу продемонстрировать. Это хороший параметр. Давайте настраивать. Ничего не запоминать. Это хороший параметр, да. Мне нравится ничего не запоминать. У меня, наверное, включен этот параметр у меня непосредственно в голове. И далее мы переходим ограничить доступ к редактору реестра. Нам это не надо. Но это можно, как мы видим. К настройкам сети нам тоже не нужно ограничивать сейчас доступ. К системным настройкам тоже. Ограничить доступ к настройкам паролей не нужно. Но, видимо, таким образом возможно удалить пароль. По крайней мере, в своей системе точно. Если вы его вдруг забыли или по каким-то еще причинам. Почему здесь везде пробелы? Я все настраивал себе без этих пробелов. К сожалению, в этом текстовом документе ничего не сохранено. То, что настроено было у меня. Неужели это тот самый путь? Давайте создадим параметр. Значение 1. Это тоже не мной написано, к сожалению. Но мы воспользуемся этим, так как я обычно сейчас, если не... Ага. Ага, да. Обычно я вроде как выставляю это значение на 0. Далее переходим по этому пути. Еще одна настройка интернета. Не переходим. Да, пропускаем этот момент. Но все же посмотрим. Пропустим, пожалуй, этот момент, но посмотрим. Здесь много ключей, которые, кажется, индивидуально ваши. И у вас будут конкретно у вас другие параметры. Enable-cp. Динамический IP-адрес. Здесь включено уже. А нам здесь нужно... Это я тоже обычно либо делаю, либо пропускаю. Но нужный ключ конкретно сейчас я не могу найти. Угу.
Но, скорее всего, это... Ну, хотя здесь вообще одинаковые ключи. Точнее, разные ключи, но одинаковые параметры. Поэтому куда конкретно сейчас я не соображу, потому что видео немного затянулось. Поэтому мы пропускаем. Переходим сюда. Кажется, это тоже уже настроено. И здесь мы 10 заменяем на F. На много F. Видимо, не заменяем. 16-ричное значение. Ну да. Все правильно. Да. Заменяем. Да. Переходим дальше. Отключаем гибернацию. Это уже делается в PowerShell. Даже, по-моему, в CMD, скорее всего. Это все? Неужели это все? Хорошо. Быстрый запуск. Отключаем. Ставим значение 0 в этом параметре. Угу. Здесь уже выставлен 0. Поэтому я немного не сообразил, почему уже выставлен 0. Ничего не менял. Угу. Ну да, это bot enable, а это просто Kubernetes enable. И вот это можно просто будет скопировать. Хотя нет, еще нельзя будет скопировать. Но можно здесь будет дописать, и мы вот это все автоматически, пожалуй, вставим. Ну, давайте пока разберем. Пока еще вот эту штучку. Ее мы вставляем вот сюда. К настроенным параметрам. И давайте разбирать. Уменьшает время отключения процессов и показа меню. Это то, что мы с вами делали, в принципе, но в нескольких местах. И, возможно, в другом месте тоже выставляется. Мы тоже выставили 2000. Wait to kill up. Timeout. Все это в миллисекундах. Значит, тоже выставим. Здесь дублируется в другом месте. Отключаем автообновление Microsoft Store. Поддерживаю. Да. Если что, вручную зайдете в Microsoft Store и обновите вам нужные вам приложения. Ну, вот эти бесполезные, ну, то есть полезные, но их очень много одинаковых параметров, похожих, которые
выключает как бы рекламу, ненужные приложения, на что я не очень могу вам ответить, но лучше выставить 0. Вот это самое отключение предупреждения системы в самом низу, который вылазит. Но у меня конкретно почему-то сейчас не вылазит эти предупреждения системы, но это очень нужный параметр. Если вам надоели эти предупреждения, значит, та штучка все же отвечала тоже за какие-то показы надоедливых уведомлений. Но, вероятно, вот эти уведомления. Так что мы можем прямо сейчас вставить, отключить предупреждение безопасности системы. Это то самое точно. И в командную строку вставляем, и сразу добавятся эти параметры, настроенные уже параметры, добавятся вам в реестр. Ага. Ну, сразу вылезла табличка. Значит, сделали все правильно. Вот это все вставляем в отдельный текстовый документ. Не сохранять. И мы с вами закончили с этим текстовым документом практически. Уже существует. Ну что ж. Точка рек. Все здесь есть, да, это оно, мы вставили, сохранили, все хорошо. Теперь делаем слияние. Отлично. Давайте еще раз на них посмотрим. Lock screen enable 0. Угу. Как раз таки, да, вот это весь контент, который либо всплывающий, либо надоедливый, рекламный. С этим текстовым документом мы тоже закончили. Это как раз таки был вот этот. Осталось еще немного. Переходим дальше. Здесь уже поменьше функций. Практически закончили. Здесь уже поинтереснее тоже функции. Они закрашены решеточкой, так как можно автоматически все это вставить. Но мы не будем автоматически это вставлять в данный момент. Нам нужно отключить еще раз обновление Windows. Это, видимо, еще один параметр, который это точно железно отключает обновление Windows. Насчет 11 тоже, скорее всего, нет. Потому что когда я это применял на 11 Windows в последней сборке, это все у нас создаем раздел Windows Update, создаем раздел AU, это прям железно, что надо создать разделы. Здесь No Auto Update 1. Отлично. Переходим далее. Это акселерация, то, что мы с вами делали уже.
недавно. Относительно недавно. Ну, в этом видео точно. Точнее, в этот раз точно. Здесь уже выставлено. 1 отключает акселерацию. 2 включает. Сюда перейдем. Можете здесь ничего не трогать. Я для экспериментов трогал. Здесь уже выставлено очень интересное значение. Поэтому можете этот момент пропустить. Строковой параметр надо создать. Нет, знаете, вот это не нужно. Да. Мы этот момент тоже пропустим. Потому что это связано с паролями. У нас пароля сейчас нету, ничего менять не надо. И это как раз таки, да, если удалить эти параметры, в данном пользователе вы удалите пароль своей системы таким вот путем. Здесь мы ничего не будем делать, у нас нет пароля. Вот наше имя пользователя. Пароль мы, конечно же, не можем найти, его нету. Но если у вас есть пароль, этот строковой параметр удалить, у вас не будет пароля. Но не советую так делать или кого-то пытаться взламывать, так как это вроде как на данного пользователя только влияет. Но вы, конечно же, можете. Я не рекомендую этого делать. Но вы можете попробовать найти другого пользователя, желательно себя, и свой пароль менять, либо удалять. Чужие, конечно же, не надо трогать. Ну, я бы не стал бы трогать. И у нас этот параметр уже как бы удален. Потому что это шифрование диска. Скорее всего, не стоит его отключать. По-моему, это вообще единственная нужная функция. Хорошая в Windows. Шифрование диска. Так что отключать не надо. Мы сюда перешли. Можно создать этот параметр, нажать 1. У вас отключится шифрование диска. Давайте далее. Какой сложный. Ага, какой сложный ключ. Создаем опять что-то с изоляцией ядра. Не что-то, я, конечно, уверен. Если конкретно вы не хотите это делать, можете не делать. Я обычно делаю. Ставим 0. Можно 1. Включать, включает Hypervision энкодер. Угу. Значит, надо 0 поставить.
Здесь уже совсем под оптимизировано под автоматическую настройку. Здесь уже есть волю, Дэнни, все верно, как здесь. Тогда ничего не трогаем. Ага. Так, на весь экран будет удобнее. Переходим по этому пути. Мы на месте. Значение 0. Вот это, если у вас есть роутер с поддержкой нового шифрования WPA3, вы можете включить, если у вас не включен этот параметр в обновлении Windows 10 и 11 с новым обновлением. Это, конечно же, этот параметр включили, и поддержку этого нового формата шифрования роутера, конечно же, все там уже есть. Давайте проверим. Угу. Надо же, в этом же месте. Долго искать не надо было, но мы себе усложнили, я себе усложнил. Сегодня не ищу легких путей. 1. Это, по правде, нужный параметр. Лучше его включить. Переходим по этому пути. 0.1 со значением 0. Все тут есть уже. Переходим дальше. Удаление телеметрии. У кого-то нету этих параметров, поэтому либо в не тех значениях стоят. Рекомендую поставить в нужные значения. Конкретно здесь, где я не уверен, я вам уже сказал, что я не очень уверен. Плохо, видимо, подготовился к этому видео, но хотел вам показать полную настройку. Здесь понятно, правильно? Минимум диагностической даты level 0. Ну так, дальше еще несколько параметров с этим связано. Hello, телеметрия. Это здесь не стоит, наверное, трогать, или написано все же в 0. Ладно, да, в 0. Значит, max телеметрия load 1. Давайте так и оставим. Здесь поставили 0, а здесь ставим 1. Ну, еще уведомления отключаем. Еще одни. Далее сюда заходим. Сюда мы не зайдем, я уверен, пока мы не создадим.
данные параметры, данные разделы. Там создаем параметр 0. Все, что как-то влияло на производительность, было ранее. Это все уже небольшие формальности по настройке Windows. Везде написано, иногда на английском, иногда я вам сам объясняю, что конкретно делает данный параметр. Здесь мы видим rule English US. Здесь у нас уже выставлено списки языков. Переходим сюда. Здесь уже есть данный ключ. Ух, как много параметров. Что-то мне подсказывает, что мы автоматически с вами это сделали совсем недавно и выставили везде нули. Поэтому настройка вот этого будет бесполезна, кроме вот этого silent. Тоже здесь 0 уже стоит. Мы с вами это проделали недавно. Опустим до fits. И это уже конец списка. Мы с вами прямо у последней черты. Только как-то задержался на финише и на старте немного. Ну, последней черты мы с вами. Прям как на финишной прямой. Создаем раздел. Создаем параметр. Переходим сюда. Проверяем. Здесь уже все выставлено. А именно вот этот параметр. Удаляем Bing. Удаляем с поиска. Так как он в пуске ищет еще в поисковике Bing. Чтобы это отключить, нам нужно перейти сюда. Мы перешли. Создать параметр. Проверяем, да. Все верно. Создаем параметр со значением 1. После перезагрузки в поиске Bing не должен работать. Еще вот этот параметр тоже Bing. Search enabled. Его у нас почему-то здесь нет. Выставляем, создаем параметр 0. После этого точно не будет никакого бинга.
поисковике предлагаться, и у вас будет оффлайн поисковик вот здесь. Ну, это понятно из названия. Здесь нужно автодаунлод поставить значение не 2, а 0. Дальше Network Protection. Видимо. Отключаем. Параметра нет у нас. Создаем. Ноль. Все верно. Тоже отключаем. Переходим по этому пути. Здесь у нас стоит значение 1, мы ставим 0. Спасибо, но потом перезагрузим. И здесь тоже значение 1, ставим 0. Последние 3 настройки. Disable Meta Files. И ставим значение 1. Создаем параметр со значением 1. Далее переходим в Audit Mode. Отключаем. Можете уже не повторять, если не хотите. 0. Угу. Этот параметр просто надо было удалить, чтобы отключить. Но здесь ничего и нет, скорее всего. Не целую папку же удалить. Но вроде написано, да, целую папку. Я, пожалуй, оставлю. Пока хватит экспериментов. Хотя это все протестировано уже. Ничего не ломает. Аудит boot. Ставим значение 0. Давайте так и сделаем. Просто здесь укажем аудит boot 0. Целую папку. Пока не хочется удалять. Хотя я удалял. Ничего плохого не случается. Но это уже не по производительности, еще раз повторяю, это уже тонкости настройки Windows. Создаем со значением 0. Теперь у вас Windows Audit не работает, по идее. Более чем уверен. И мы закончили с этим текстовым документом. Переходим сюда. Эти параметры я уже вам не все смогу объяснить. Ну, это SSD мод включить. Не знаю, что именно он хочет включить, какой именно он мод. Но я, когда нашел данный параметр, вроде как рад был. Ставим значение 1.
Если у вас физическая клавиатура, ставим 1. Если у вас физическая. Так, далее сюда перейдем. Здесь вроде можно что-то удалить. Но мы, пожалуй, ничего не будем удалять. Геолокацию. Это я вам не очень советую. Но я себе так делаю. Можете здесь не повторять. У нас они установлены, видимо. Вот это значение. AMD не настроена панелька, так что здесь ничего не трогаем. Если у вас NVIDIA, тем более. Службы Windows вот здесь находится. Ага. Не получилось. Ну, когда-то находились. Ага. Другой ключ. Но вот службы, да. Службы Windows вот здесь находятся. DLL файлы их. Если что-то... Если у вас службы удалены какие-то, можете здесь продублировать, найти. Если они здесь продублированы, можете здесь удалить. Но службы, которые сейчас активны, не трогайте. Здесь они продублированы. Так же, как и защитник, Brandmauer, Windows, все тут есть. Можно это все, ну, нежелательно, но можно удалять. Особенно, если вы уже это все отключили. Пока ничего не будем трогать. Я вам рассказал. Знание силы. Ставим на 0. Тоже не рекомендую уже вот этот текстовый документ, где рек можете не делать. Я вам покажу основные. Здесь ничего мы не обнаружили, хотя и находил функции. Ничего страшного. Здесь дублируется еще диагностическая. Ага, уже отключено. Дальше поехали. Disable Auto Navigation of URL. Так все по нулям. Неплохо. Хотя написано 1. Ну да, вот эти Auto Navigation URL 1, это же отключает. 1. 1. 1 это все на браузер влияет. Вполне возможно. Я до конца не успел протестировать. Ничего плохого не случается, но не знаю, что-то типа не запоминает у вас что-то в браузере. Это активирует сохраненный поиск. Что disabled, мы нажали 1. Отсюда Edge тоже можно нажать 0. Но вряд ли он удалится. На тройке стоит 0. 0. Можно даже удалить этот параметр, но лучше поставить на 0. Хоть мы и удалили Microsoft Edge, но у нас, как вы видели, появляются другие зависимые от Microsoft Edge службы, которые сами устанавливаются. Например, Microsoft Edge WebView, какие-то вспомогательные пакеты.
Здесь даже цифры не указаны, к сожалению. Ну, так и оставим пока что. Ну, есть такой параметр. Тоже. Теперь вы знаете, что есть такой параметр. И можно отключить, включить этот параметр. Но что он делает и на что выставить, я сейчас вам не могу сказать, к сожалению. Удалять при выключении Windows. Удалять. Какие-то данные удаляются. Повторяю, можете дальше не повторять. Потому что сейчас, после такого длительного видео, я вам не могу объяснить, что именно мы делаем. Но я все тестировал. Ничего плохого явно нет. Делаем как здесь. 1, 1. Переходим далее. По этому пути. Ставим 0. Можете оставить 1. План visible 0. Переходим дальше. Здесь мы ставим 0. Здесь мы ставим тоже 0. Здесь уже все параметры на 0. Здесь вот будет интересный момент. Все ключи можно или не удаляете. Я удаляю. Как мы видим, папка кэш. Ключи. Так, перезапуск приложений. Что-то мне подсказывает, что мы уже делали. Не перезапускается приложение после перезапуска компьютера. Так, у нас и нету расширенного, как мы видели, меню в Realtek, так что здесь мы ничего и не... Никакие ключи не поправим. Если у вас есть Steam, можете настроить эти две настройки, которые включают WebView версии 2. Это как бы обработку через вашу видеокарту. Все как бы графические... В общем, по умолчанию стоит 1, вы включаете эту функцию. По умолчанию 0 стоит, и вы включаете эту функцию, которая по умолчанию выключена. У вас будет обрабатываться, видимо, через вашу графическую карту все запросы, которые вы делаете в Steam. Я делал ощутимых прям приростов скорости при переходе в Steam не особо. Было ощутимо для тестов, смотрел, устанавливал. Так, это тоже, да, в Steam. На 1, H264 акселерация, в общем. Видео, когда смотрите видео в Steam, включает акселерацию при просмотре видео. И она по умолчанию тоже на 0 стоит. Здесь какой-то ключик мы немного не тот взяли.
видимо, тоже отличается от нашей системы, а это было взято с другой системы, с моей, этот ключик. Поэтому мы не можем найти этот ключ. И даже вручную вряд ли у нас сейчас это выйдет. Давайте вот это настроим. Видимо, придется создать. Значение. Ух ты, какое значение. Неплохо. Надо было подписать. 10-ричное или 16-ричное. Вечно я не подписываю. Но я думаю, правильно мы сделали. Чтобы вот этого избежать, даже давайте, знаете, как можно сделать? Опять создадим Windows. Немного забыл, как там писалось, поэтому смотрю с любого готового исходника. Давайте просто вставим и посмотрим, 10-ричный или 16-ричный. Он сразу сам вам вставит в нужную. Угу. Ну, теперь создаем новый текстовый документ. С этим текстовым документом мы закончили. Ну, пускай будет любое название какое-нибудь, слияние, и смотрим. Куда там делось тогда? Очень быстро все мелькнуло. Да, все же надо было 16-ричную систему выбирать. Бывает. Но теперь зато все правильно. Вот эти два значения. И утечки памяти, и... Ну, надо было кавычками отметить. Ну, это, конечно же, никуда и буквы не вписались. Но, чтобы такого не было, конфликта, нужно кавычками все файлы, все лишние буквы, которые нам не надо добавлять, отмечать двоеточие вот таким образом отмечать, что этот параметр не задействовать и никуда не вписывать, так как это все на русском, а наш реестр на английском. Далее осталось совсем немного. Отключаем VBS. Но нам для этого придется потом перезагрузить. Это вот тоже гипервей, виртуализацию, все это отключаем через командную строку, через CMD именно. Но так как нам потом придется перезагрузиться, нам пока не надо перезагружаться. Сделаем это совсем в последний момент. Отключаем все ненужные функции dep. Мне они не нужны. Я отключу.
очень сильно нагружает систему. Кто-то, конечно, потом говорил, что шумит очень сильно компьютер после некоторых функций. Ну, это я уже не услышал, насколько сильно он шумит, гудит после того, как все выключите. Ну и отключаем. Можно включить, удалить эти параметры. Удалять мы не будем. И вот мы дошли до заветного приоритета. Изменение приоритета IRQ. Пожалуй, так называется. Пускай будет так. Вот нам надо в поиске написать вот это. msinfo32.exe. Открываем сведения. Прерывание IRQ. И по этому пути в реестре изменяем приоритет прерывания данных процессов. И таким способом перешли сюда, сократили аббревиатуру. Таким способом нас сюда по-быстрому впустили. И теперь здесь надо создать вот этот параметр. Но прежде чем создать параметр, мы зайдем сюда, посмотрим на наши IRQ процессы. Нас интересует либо мышь, 12 процесс, чтобы в играх был на первом месте, и можно в приоритет выставить ваш процесс. Кто-то выставляет высокоточный таймер событий на 8. Не на 8, на единицу. И вот мы, допустим, пишем, если вам нужен высокоточный таймер в приоритете на первое место ставить. Вы ставите RQ приоритет, но здесь пишите приоритет процесса, он же 8. И здесь вы смотрите, какой приоритет процесса, под каким номером данный процесс. И задаете ему, допустим, параметр 1, на первом месте он будет. И можно выставить все вот эти процессы, ну, все вы, конечно, устанете выставлять, и вам не надо столько выставлять, и приоритет процесса. Кто-то высокоточный таймер здесь выставляет. Нам же с вами либо аудио нужно, хотя, ну, давайте видео. И вот, допустим, у нашей видеокарты такой вот идентификатор. Очень сложноватый, и вот именно его мы здесь и выставим на единицу. 42, 94, 96. Выставили этот идентификатор, и теперь он будет на первом месте. Процесс от нашей видеокарты. Вы можете любой процесс выставить. И, возможно, что-то будет получше отклик вашей системы. Я выбрал не высокоточный таймер событий, а видеокарту. Туда. На первое место поставить. Запомнили, да? Вот этот процесс вставляем в поиск. Ключ в редакторе реестра. И выставляем процесс. Ну и теперь мы добрались до VBS. Отключение виртуализации. Потом вам придется после этого перезагрузить компьютер. Он даже сам выключится вот после вот этой команды. Shutdown. И в конце этого вы нажмете Enter, у вас выключится компьютер, и надо будет следовать инструкции 2 раза на F3 нажать, 2-4 раза, где-то так. Ну, там будет написано любую кнопку,
Нажать на «В» еще раз, F3 нажмете. И тогда отключится виртуализация в целом в компьютере. И теперь вот, если вы нажмете Enter, у нас с вами видео, конечно же, закончится. Что, собственно, сейчас и сделаем. И потом вернемся и донастроим вот эти драйвера. После перезагрузки смотрим в диспетчере задач. Снизили дескрипторы до 31 тысячи, потоки до 1100, процессы до 84, хотя у меня было и 60 процессов после всей этой настройки. Немного я в замешательстве, почему 84 процесса. Но бывает и что-то возможно. Да не, отключилось, но в том плане, что возможно еще что-то. В общем, это мы нам очень хорошо даже облегчили с вами Windows. Точно ускорили. И производительность, и настроили. Здесь можно отключить уведомление, что он вылазит. Windows Defender. Так, а с вами мы дальше установим эти все пакетики. И можно будет считать красное. Потому что мы с вами настраивали цвет. Так. Положим. Визуалы теперь установим. Потом фреймворк. Кажется, я даже здесь красненькое что-то видел. О, да, работает. Красиво. Можно любой цвет выбрать. Физику установим. В общем, визуалы. NVIDIA Physics обязательно. Не только на видеокартах NVIDIA. Например, Mass Effect не работает без визуал эффектов. Без NVIDIA Physics. Хотя даже не поддерживает AMD, как бы. Но формально поддерживает. Далее видеодрайвер, конечно же, вручную установим. Я вам покажу, как установить вручную. Windows Runtime Desktop установим. Новый пакет. Что-то даже не знаю, на что он влияет. Прям производительность я особо не увидел, но что-то вроде как Visual C++, то есть сейчас желательно устанавливать данный пакет. Ну, 8.6 и 64 бита. Плюс фреймворк 4.8.1. Правда, не во всех версиях Windows он есть. Но он как бы влияет сворачивание, разворачивание окон, плавность, всю систему в целом. Так, один он почему-то не может установить, потому что запущены два процесса одновременно. Скорее всего. Либо красненькое то, что мы с вами изменили. Потому что ошибки я сбой установки. Окей, 64 бита. Окей, сейчас продолжим. Два экземпляра не стоит включать одновременно. Установить. Визуал
установили. NVIDIA установили. DirectX устанавливаем. Все это пока можно удалять. Ну, не совсем все. Довольно получше, чем на прошлой системе. Там совсем ужасно и долго устанавливались компоненты DirectX. Это значит, что-то с системой не в порядке, если настолько долго все устанавливает. Так. Заходим в диспетчер устройств. Обновить драйвер. Здесь красивенькая полосочка. Теперь установить с диска. Обзор. AMD. Forset. Здесь нам нужно два файла inf. Один из файлов inf. Этого. И таким методом вручную устанавливать видеодрайвер. Сейчас я пока не буду устанавливать, так как снимается видео. В случае установки прервется видео. Установим с вами AppX приложение. Но пока мы установим драйвер, интернет-драйвер Realtek. Это драйвер звука. Тоже вручную можно установить драйвер звука таким же аналогичным методом, как и драйвер, как и видеодрайвер. Его мы тоже сейчас не будем устанавливать. А установим мы с вами, пожалуй, интернет Realtek и Wi-Fi. Но только вручную нам надо установить. Свойства, драйвер, 2019 год. Обновить, найти драйвер на компьютере. Обзор. И теперь Realtek 10 Network BGN. То, что нам надо. У вас может быть другой Wi-Fi адаптер. Мне нужно вот этот. Вручную тоже устанавливается. Аудиокодеки Megamix сейчас установлю. Есть аналоги, конечно, аудиокодеков. Но я рекомендую вот этот Megamix. Хотя, пожалуй, тоже пока не буду в рамках видео устанавливать. Но оставлю ссылку на эти аудиокодеки. И тогда у нас останется с вами, если звук установили, все установили, остаются вот эти APK-шки. APX. И вот эти кодеки, собственно, AV1 кодек. Сейчас он многим нужен. Готово. Ничего не нарушено. Все устанавливается.
Ошибка при анализе. Так, это нам не надо. У нас так, установка пакетов. Видимо, старая версия. Установлен HEVC H265, вроде как. Видеокодек. Далее MPEG-2 видео нужно установить. Ну, это тоже установлен. Все эти файлы я вам скину. Их довольно проблематично вообще-то найти. Файлы новые. И WP9. И думаю, на этом можно будет заканчивать видео. Спасибо за просмотр. Мы с вами полностью настроили компьютер. Даже то, что нам не совсем нужно. А чтобы еще поменьше процессов стало, вам советую еще раз запустить настройку службы Windows. И еще раз продублировать настройку служб после всех системных, всех правок в реестр, всех манипуляций в реестре. Еще раз запустить, у вас возможно снизится до 60 процессов, потому что обычно у меня после всей этой настройки 65-70 процессов. 90 сейчас довольно многовато. Так что спасибо большое за просмотр, друзья. До новых встреч. Друзья, после повторной настройки служб, не в рамке видео, мне все же удалось снизить количество процессов аж до 53. Так что пробуйте еще раз все эти функции вставить в командную строку отключения служб, и у вас тоже должно так получиться. И мы снизили еще и дескрипторы, и потоки, и процессы, и теперь у вас точно супер легкая Windows 10. И если вы проделаете все то же самое на Windows 11, будет у вас легкая Windows 11. Так что удачи, друзья. Я с вами еще раз прощаюсь.